Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад сегодняшний мы делаем на неделю с 11 по 17 мая. Давайте посмотрим, что же ожидает вас на этой неделе, какие вам карты сегодня выпадут, что же интересного у вас произойдет. Я напоминаю вам, что это общий таро-прогноз, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Стрельцы, пишите ваше мнение, пишите ваши отзывы. Я очень надеюсь, что видео вам подойдет. И дни, по крайней мере, так как я их выкладываю, действительно будут отыгрываться в той последовательности. Хотя общий расклад предполагает, что может отыграться только основная какая-то энергия, основная цепочка событий. Но давайте посмотрим. Итак, по дням недели у нас сегодня две колоды для стрельца. Это Таро День и Небо и Земли, простите, и Таро Тото, Таро Алистера Кроули. Давайте посмотрим, что же покажут вам сегодня эти карты, что интересного у вас произойдет в этот отрезок времени. Кто еще не подписан на мой YouTube канал, можете подписаться, чтобы не пропускать в дальнейшем мои расклады, если они вам нравятся, если они вам подходят. Итак, стрельцы, неделя с 11 по 17 мая. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, у нас есть первая карта, пятерка жезлов. Давайте не будем ее пугаться. В конце концов, она может говорить не обязательно о каких-то конфликтах, каких-то серьезных разногласиях или спорах. Она может также и говорить о каком-то проявлении мужественности, силы, необходимости справляться с испытаниями и преодолевать трудности. Справляться с какими-то препятствиями, которые возникают на вашем пути в понедельник. Может быть, понедельник день тяжелый. Также по двойке пентаклей здесь в целом будут какие-то перемены в вашей жизни, и вы по двойке пентаклей стараетесь здесь справляться с тем количеством задач, которые вам выпадают. То есть нужно успеть и то, и это, и ничего не упустить из виду, и как-то вам все хочется сделать, и вам хочется максимально хорошо все сделать, и максимально правильно, потому что здесь эта змея, она показывает мудрость в решениях, которые вы принимаете, и при этом сохранять баланс и гармонию. То есть вряд ли здесь речь о конфликтах, здесь желание сохранять гармонию с собой, с окружающими, но при этом решать какие-то сложные проблемные ситуации или какие-то задачи здесь решать соответственно. Дальше идет девятка жезлов, карта, показывающая настойчивую работу над чем-то. Опять-таки вы здесь очень уверены в том, что вы делаете, и с упрямством выполняете какую-то работу. Здесь вы стараетесь, чтобы никто вам не мешал, не отвлекал от вашей основной какой-то задачи. Вы, может быть, в чем-то устали, но вы все равно хотите довести начатое до конца. И собственно, об этом эта девятка жезлов здесь и говорит вместе с пятеркой кубков. Здесь, может быть, и ситуация, где вы по пятерке кубков можете печалиться, что вы много-много усилий прикладываете, но не получаете того результата, который хотелось бы, что вы очень устали от чего-то, но опять-таки и нет того результата, что столько уже приложено усилий, и вы смотрите с разочарованием на то, что у вас что-то не получилось, но тем не менее не теряете надежды, что еще получится реализовать себя, свои цели, планы, если вы еще немножечко усилий приложите, еще немножечко постараетесь, как будто так. Дальше правосудие, карта весов, возможно, общение с человеком знака весы для вас будет актуальным, или решение каких-то юридических вопросов, которые здесь у вас назревают. И вместе с принцем дисков здесь может быть какие-то планы, касающиеся, опять-таки, документов, каких-то вопросов юридических, может быть,
По принцу дисков здесь желание, чтобы что-то было надежно, правильно, да, что-то оформить, какие-то документы, или вера в вашу удачу, в то, что справедливость восторжествует, и вы верите вот в эту удачу, верите, что карма, да, правосудие на вашей стороне, соответственно, и вы добьетесь в чем-то баланса, если будете сохранять спокойствие, если вы будете в чем-то терпеливы, да, что удача на вашей стороне. А также в целом может быть и какая-то, знаете, как ситуация выяснения отношений, где вы пытаетесь кому-то что-то доказать, отстаивать свою точку зрения. Это может быть человек земного знака зодиака, то есть девы, тельцы или козероги по принцу дисков. Возможно, здесь какое-то запланированное мероприятие, касающееся там посещения госучреждений, возможно, составления каких-то бумаг, подписания каких-то бумаг, также может быть существенным для вас. Дальше королева кубков, карта водной стихии, она идет тоже вместе с рыцарем кубков в конце недели, то есть может быть общение с водным знаком, это раки, рыбы или скорпионы, но здесь вместе с тузом мечей, возможно, вам нужно будет по королеве кубков добиться успеха, да, но через решительные действия. Решить какую-то проблему или решить какой-то вопрос, и вы сделаете это легко, да, вам удастся это сделать успешно, но нужно действовать очень смело. Может быть, касаемо отношений здесь речь идет, может быть, говорить свою правду, то, что вы думаете, что вы чувствуете, говорить о своих чувствах, то есть действовать очень смело, очень решительно, может быть, завоевать там объект своих, там, не знаю, своей любви, тоже как вариант. Дальше идет рыцарь кубков, карта воодушевленности такой, вдохновленности, может быть, касается она как-то любовных отношений по рыцарю кубков, то есть такая очень романтическая карта, здесь могут быть какие-то свидания вместе с семеркой кубков, много каких-то иллюзий, которые касаются этого дня, каких-то надежд и планов, которые могут реализоваться, а могут не реализовываться, но здесь вот по этой карте очень много каких-то вот вариантов развития событий, которые вы перед собой видите, рассматриваете их. И да, вы можете здесь, если мы говорим о решении, принять ошибочное решение, сделать ошибочный выбор, потому что вы находитесь под влиянием этого впечатления, да, под влиянием какого-то внушения или каких-то скрытых намерений другого человека, к примеру. И по семерке кубков можете ошибиться в каком-то важном выборе, испытывать трудности в каком-то выборе, потому что эмоции выше вас. Здесь вам сложно принять взвешенное, продуманное решение. Но для творчества, для вдохновения очень хорошие карты. Дальше идет карта влюбленности, карта союза в паре, взаимоотношений в паре, желание выстраивать гармоничные отношения в паре. И вместе с семеркой пентаклей также это про терпение, про взаимопонимание, которое вы стараетесь здесь проявлять в отношениях друг к другу. И, может быть, про какое-то неспешное развитие отношений там в паре. По семерке пентаклей, может быть, что-то касается медленного развития в отношениях, к примеру. Также семерка пентаклей может говорить о каком-то медленном прогрессе в каком-то союзе. Опять-таки, это может быть любого рода союз, потому что влюбленные — это парные отношения, да, союз в паре. Также здесь, можно говорить о том, что вы стараетесь оценить ситуацию, что уже сделано, допустим, что еще предстоит сделать касаемо этих отношений, да, чего следует ожидать. Дальше рыцарь мечей, воздушная стихия, воздушный знак зодиака и, может быть, общение с воздушным знаком, вроде весов, близнецов, водолеев, тут же тельцы появляются. Но в целом здесь очень много решительных действий по рыцарю мечей и возможности быть очень решительными в том, чтобы по императрице решать какие-то домашние дела или вопросы, в том, чтобы по рыцарю мечей решать какие-то трудности, препятствия, которые здесь вам нужно преодолеть, соответственно, как этой императрица, если вы мама, да, жена, какие-то бытовые вопросы, домашние какие-то дела решить. И могут возникать конфликты, разногласия с такой женщиной по императрице. Это тоже, опять-таки, может быть мама, может быть жена, может быть вот человек знака Телец, то есть какие-то выяснения отношений тоже могут иметь место по императрице. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Стрелец мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего, берегите себя и до скорого!